Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Экстрадировали циркача по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По данным следствия, в качестве вора в законе до 2019 года Пирогов принимал участие в переделе сфер влияния в Подмосковье. Также в составе ОПГ он якобы занимался вымогательством и похищением людей. В ноябре 2019 года Бабушкинский суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Через месяц вор в законе был объявлен в международный розыск. В 2020 году циркача задержали в Польше. Помимо обвинений в занятии высшего положения, в преступной иерархии, в вымогательстве и похищении людей Пирогова обвиняют еще и в организации убийства криминального авторитета Юрия Лохматова, которого застрелили в 2006 году в больнице подмосковной Электростали. Олег Пирогов родился в 1977 году в Литве. В раннем возрасте он переехал с родителями в Ногинский район Подмосковья, где и начал свою криминальную карьеру. В 2001 году Пирогова осудили на 5 лет. К тому времени он уже был стремящимся, поэтому, как и полагается, отсидел свой срок от звонка до звонка. Свое прозвище Пирогов получил еще в юности, когда купил поддельную справку об обучении в цирковом училище и поддельный студенческий, чтобы избежать армейского призыва. Возможно, он подражал известному вору в законе Вячеславу Иванькову, которого боготворил. В молодости Япончик учился в цирковом училище и даже подрабатывал каскадером на съемочной площадке. После убийства Япончика в 2009 году преступный мир России разделился на мафиозный клан Аслана Усаяна и последователей Тариэла Аниани. Враждующие группировки договорились о моратории на новые коронации. Однако после покушения на деда Хасана люди из его клана в мае 2011 года в Одинцовском районе Подмосковья провели воровскую сходку, где приняли в семью несколько новых членов, включая циркача. Это обострило конфликт между мафиозными группировками. Люди Таро какое-то время не признавали за циркачом его статус, однако тому вскоре удалось доказать свою пользу. По информации агентства Prime Crime, получить доверие кутаисских циркачу позволила деликатная миссия – ликвидация вора в законе Вадика Краснодарского. Следует отметить, что 26 мая 2021 года, когда Польша заявила об экстрадиции Пирогова, в России по новой 210-й антиворовской статье Уголовного кодекса был осужден на 10 лет ближайший друг и сподвижник циркача Виктор Жаринов по прозвищу Цезарь. В судьбе коллег есть история в стиле настоящего голливудского блокбастера, начавшаяся как раз с убийства Вадика. В 2015 году циркач заманил Вадика Краснодарского в турецкую Анталью. Братва давно подозревала его в краже из общака. Формально они собирались выпить и погулять в компании других авторитетов. В разгар застолья Вадик был застрелен. Один из участников встречи, Алмаз Канцбаев, монгол, даже не пытался скрыться с места преступления. Он и взял убийство на себя. Турки знали, что он входит в окружение циркача, поэтому задержали обоих. А третьим взяли Витю Цезаря. Экспертиза обнаружила следы пороховых газов и на руках циркача. Пирогов пояснил турецким полицейским, что, мол, выбивал оружие из рук стрелявшего. Ему поверили и вместе с Цезарем отпустили под подписку о невыезде. Циркач и Цезарь сразу же сбежали в соседний Ирак. Сопровождавший их проводник Курт посоветовал пройти тайной тропой через Северный Курдистан, но там авторитеты попали к иракским спецслужбам, которые приняли их за террористов. Циркачу с Цезарем пришлось все рассказать. Впрочем, это не помогло, в местной тюрьме авторитетов пытали и морили голодом. Турецкие власти запросили выдачу беглецов, но правительство Ирака им отказало. Авторитеты смогли нанять сильных адвокатов, которые их и спасли. В конце концов Цезаря и циркача выслали в Россию. Свое прозвище циркач оправдывал, ему долго удавалось избегать проблем с законом и другими ворами. При этом он никогда не скрывал высокого криминального титула и гордился им, не исключено,
что после освобождения из Ирака братва могла доверить ему общак. Именно Циркачу якобы поручили развозить помощь престарелым ворам в законе, что свидетельствует о высоком уровне доверия. По версии следствия, Пирогов вел криминальные дела и в родном Ногинске, вымогая крупные суммы у местных коммерсантов. Одного из них, бизнесмена по фамилии Голостян, после отказа платить вывезли в загородный дом и посадили в железную клетку, периодически избивая. Через неделю он перевел вымогателям деньги и переписал на них имущество на 1,7 миллиона рублей. Летом 2019-го Циркач в очередной раз подтвердил свое прозвище, когда его пытались задержать во время встречи в подмосковном грузинском ресторане. Авторитет умудрился выпрыгнуть через окно кухни и скрыться. Циркачу тогда удалось покинуть пределы России. По некоторым данным, сначала он улетел в Таиланд. Коллеги присылали ему ежемесячно крупные суммы. Затем Циркач перебрался в Польшу, где, по данным агентства Prime Crime, находился в тесном контакте с ворами из кутаисского клана, пока в 2020 году его не задержали.